Всем доброго вечера, друзья мои. Показываю вам алтарь с близкого расстояния, потому что вам нужно будет подготовить и украсить примерно такой же алтарь. Дело в том, что круг в магии имеет огромное значение. Если вы хотите, чтобы ваши деньги, ваше имущество ходило по кругу и все время возвращалось, вам лучше иметь круглый алтарь. За круглым столом проводить ритуалы лучше, предпочтительнее, не обязательно. Круг земли, круг удачи, круг денег, круг защиты – это некая такая субстанция, некое место, где зреет, развивается, усиливается энергия. Наша Родина – это тоже некий круг. Может, он и не имеет округлую форму. Но в этом кругу развивается и усиливается энергия народа, наследие народа, который жил, живет и будет жить после нас на этой территории. То есть круг имеет очень сильное магическое значение. Теперь, что касается круга, ритуалов, связанных с кругом, у нас много. Я хочу подарить вам еще один для того, чтобы вы получили резкий толчок, помощь, сразу же вырваться вперед. Вам нужно будет соорудить некий круг из золота или серебра. Вы можете сделать таким образом, вот как здесь, например, показано, различные здесь, в основном кольца я выбрала, различные украшения, которые собраны в круг. Вы можете просто положить на алтарь цепочку, золотую или серебряную, если у вас еще нет столько украшений, и внутри вот этого круга, который вы создаете из цепочки, поставить 3, зеленые свечи. Зеленые, но восковые. Хочу ответить на вопрос, обязательно ли должна быть статуя Фортуны. Я вам уже отвечала, что ритуалы на удачу, на деньги можно читать и без статуи. Но я хочу вам объяснить еще раз, что чем больше вы уделяете внимания, чем с большим уважением вы относитесь к алтарю, к богам, к изваяниям богов, тем больше вы оттуда получаете силу и помощь, тем сильнее ваша связь с силами удачи. И если кому-то интересно, откройте, пожалуйста, мои лекции о деньгах. Закон денег, 10 шагов к богатству и так далее. И посмотрите внимательно. Потому что не только заговоры, но и советы могут помочь человеку подняться и добиться своей цели. То, что удача нужна, и что сила денег, сила богатства, связи очень многое решают в нашем мире, вплоть до того, что решают судьбы народов, мы с вами не раз убеждались в этом. Да и вообще мне понравилась фраза, которую высказала Ирина Аллегрова, да, она сказала: «Я всегда хочу, чтобы у меня были деньги, я всегда готова работать и зарабатывать, у меня всегда должны быть деньги, потому что вдруг кому-то понадобится помощь, а я не смогу помочь». Вот это тоже очень важная часть, когда люди говорят: вот не жили богато и не надо. Это фразы тунеядцев, это фразы маргиналов, которые ищут оправдание своей, знаете, бесполезности, своей лени и нежеланию ничего в этой жизни делать.
деньги приходят в вашу жизнь не только для вас. Если у вас нет денег, как вы можете помочь кому-либо в трудную минуту, если самим есть нечего? Согласны? Вот о чем надо задуматься, что вы обязаны и должны хорошо жить, хотя бы для того, чтобы суметь своими возможностями помочь и другим людям. Итак, зажигайте эти свечи, 3 раза читайте заклинание, ждете, пока свечи погаснут, после чего можете собрать алтарь, а свечи нужно где-нибудь спрятать, и огарки свечей. Вот оставьте, когда уже догорит до определенного там предела, вот чуть-чуть останется, просто потушите, можете пальцами тушить, можете гасильником, лучше гасильником. Не нужно дуть. Ничего особо такого не произойдет, не испортится изначальный замысел, но в любом случае лучше их гасить гасильником или пальцами. И храните у себя. Вы увидите, как начнется вот резкий подъем, резкий толчок вперед. Неважно, чем вы занимаетесь. Поете, танцуете, держите магазин, там, занимаетесь сайтами или чем-то еще. У вас начнется резкий подъем. То есть придут люди нужные в вашу жизнь, нужные обстоятельства и прочее. Когда вы увидите, что вот этот толчок случился, когда у вас уже все хорошо, в принципе, заговор действует до того момента, пока вот, то есть человек получил эту волну помощи, и он уже сам идет вперед. Вот до этого времени нужно хранить эти свечи. Дальше они пропадут, или вы их просто выкинете. Это уже не имеет особого значения. Ну, пусть они будут. Если вы забудете, куда положили, или вы увидите, что вроде бы немного ослабевает эта волна, да, чуть-чуть как-то слабее стала работать, просто переделайте еще раз. Каждый раз обновляя. Денежная сила – это та сила, капризная сила, которая все время требует подпитки. Вы заметили, какие красивые фортуны начали делать и продавать? Раньше такого не было. Лет 10 назад вообще фортуну найти было очень непросто. Но, видимо, когда культ фортуны стал очень популярен, да, и люди начали делать эти ритуалы, получать результат, они начали искать ее везде. И, собственно говоря, вот мастера дали плод своей фантазии. Ну, мы не против. Нам это очень даже на руку и очень, очень даже приятно. Итак, зажигаем свечи и читаем 3 раза. Значит, говорю еще раз. Ни за кого, ни вместо кого ритуалы денежные, заговоры денежные читать нельзя. Точно так же, как нельзя читать, когда вы просите, то есть убрать какую-либо болезнь внутри человека. Если вы этим не болеете, болеет близкий человек, вы за него читать не можете. За исключением тех заговоров, которые можно читать для своего ребенка, например. Далее. Читать за других, за своих близких, родных, любимых можно только защитные заговоры, и то только те, которые именно для этого предназначены. Но если вы мать семейства, отец семейства, и вы читаете для себя заговоры, вы понимаете, что кровь – это великая сила. Как говорил Волан, да, кровь, великое дело кровь, или как он сказал, да, кровь – это нечто такое, что никогда не меняется. Через свою кровь, через свою генетику мы можем защитить своих детей, мы можем помочь им хорошо жить. Даже если ваши дети в это не верят, не хотят, но вы читаете заговоры удачи, денег и так далее для себя, вы можете заметить, что у вашей матери, у вашей дочери, у вашего сына, у внука начинается карьерный рост, взлет. Почему это происходит? Потому что вы с ними связаны кровью. Когда удача приходит в вашу жизнь, она приходит и в их жизнь в том числе, понимаете?
Вот в этом случае вы можете для себя, начитывая, помочь им тоже, но для себя. Только таким образом. Если даже вы не работаете, если даже вы сидите дома, но вы начитываете, ваш муж хорошо начинает зарабатывать, у него больше заказов, если он на себя работает, например. Ваш сын, ваша дочь. Поэтому не ленитесь. И еще раз говорю, а можно я проведу для дочери, для сына и так далее? Нет. Как мне одна женщина сказала, что а можно я проведу от бесплодия, у дочери не может родиться ребенка, можно я проведу, она не хочет провести. Я говорю, а вы сами будете рожать от своего зятя? Я понимаю, что ей показалось, что это очень по-хамски, грубо, обиделась. Но, извините меня, можно я проведу от бесплодия, а родит моя дочь? Но спать же с этим мужчиной не ты будешь, правда? Понимаете, вынуждают, чтобы вот так вот грубо и вот просто так вот им ответить. Или достаточно вот просто послушать, и у нас все будет хорошо. Иногда человек, просто слушая заговор, может пропустить через подсознание, и действительно у него начинаются какие-то перемены. Но это в редких случаях, когда он просто слушает эти слова и пропускает через себя. Но в принципе его надо делать, самому просить. Это все равно, как посмотреть на голову мужика и забеременеть. Вот я просто посмотрю на него, а потом я рожу. Можно это, возможно. Ну, смешно, правда? Настолько обленились люди, что даже читать им лень. Они хотят просто посмотреть, чтобы так... Ну, это, с одной стороны, это еще заслуга всяких магуек и аферисток, которые говорят, что достаточно посмотреть или послушать, и у вас все будет хорошо. Понимаете? Это просто... Ну, это как через зеркало посмотреть на хлеб, не знаю, через стекло увидеть еду и насытиться. Ну, вот просто вот задумайтесь над этим. Что такое заговор, просьба, обращение к силам? Если ты не обращаешься, как они могут услышать и помочь? Может, они и знают, что тебе это нужно, но они ждут, пока ты попросишь. Ты скажешь, да, я позволяю вам прийти в мою жизнь, вмешаться в мою судьбу и помочь мне. Пока ты это не скажешь, они не вмешаются. Итак. О, великая фортуна, подари мне успех. Устрани конкурентов, убери препятствия с моей дороги. Пошли мне нужных людей. Дай мне много удачных идей. Защити мое дело, открой двери судьбы. Потоки денежные направь на меня. Во всем и всегда мне помоги. Дай мне славу и доброе имя, добротную жизнь, достаток, защиту. Заклинаю я огонь 3 свечей. Сойди на алтарь, сила моих речей. Великая фортуна в мою жизнь придет. Удачу и фарт с собой принесет. Прикажет она недругам моим вечно у ног моих, как беззубым псам, лежать. А делу моему час от часу прирастать. Все, что желаю, все получаю. Богатство, славу, деньги, дары, любовь и уважение. И вечное везение. Истинно так заклинаю. О, великая фортуна, подари мне успех. Устрани конкурентов, убери препятствия с моей дороги. Пошли мне нужных людей, дай мне много удачных идей. Защити мое дело, открой двери судьбы. Потоки денежные направь на меня. Во всем и всегда мне помоги. Дай мне славу и доброе имя, добротную жизнь, достаток, защиту. Заклинаю я огонь 3 свечей. Сойди на алтарь, сила моих речей. Великая фортуна в мою жизнь придет, удачу и фарт с собой принесет. Прикажет она недругам моим вечно у ног моих, как беззубым псам, лежать. А делу моему час от часу прирастать. Все, что желаю, все получаю. Богатство, славу, деньги, дары, любовь и уважение, и вечное везение. Истинно так заклинаю. О, великая фортуна, подари мне успех. Устрани конкурентов, убери препятствия с моей дороги. Пошли мне нужных людей, дай мне много удачных идей. Защити мое дело, открой двери судьбы. Потоки денежные направь на меня. Во всем и всегда мне помоги.
Дай мне славу и доброе имя, добротную жизнь, достаток, защиту. Заклинаю я огонь 3 свечей. Сойди на алтарь, сила моих речей. Великая фортуна в мою жизнь придет, удачу и фарт с собой принесет. Прикажет она недругам моим вечно у ног моих, как беззубым псам лежать. А делу моему час от часу прирастать. Все, что желаю, все получаю. Богатство, славу, деньги, дары, любовь и уважение, и великое везение. Истинно так, заклинаю. Время от времени проведите этот ритуал. И результат вас приятно удивит. Впрочем, как и все другие ритуалы. Но этот ритуал помогает человеку вот резко идти вперед. Вот просто вот как бы такой сдвиг, как пинок волшебный дает и ускоряет ваше движение вперед. Ну, а как и что будет меняться, вы сами увидите. Всем удачи, всех благ. Надо жить, творить, подниматься вопреки всему, что происходит в мире и в жизни, друзья мои. Надо концентрироваться на хорошем, невзирая ни на что. Не забыть, не прощать, осуждать зло, но идти вперед, созидать. Потому что если мы хотим победить зло на этой земле, мы должны делать много добра. Самый лучший выход и вариант победить зло – это сделать очень много доброго. Быть удачливыми, сильными, счастливыми, вопреки всему, чтобы цель злых людей не была достигнута. Потому что злые люди, они крушат все, уничтожают жизни, судьбы людей для того, чтобы сломить сильных, сломить достойных. А мы не должны дать им шанс добиться этой цели. Желаю всем удачи.